каждом грамме этой земли идет тихая невидимая война, и главные бойцы здесь не микробы, а эти червяки-невидимки. Они могут сожрать корни вашего любимого растения за неделю. А сегодня мы проверим, может ли обычная пищевая сода, о которой так много говорят, остановить целую армию этих вредителей. Приготовьтесь, будет жарко. Всем привет, вы на канале Под микроскопом. И я, Виктор, как всегда, показываю то, что скрыто от наших глаз. И сегодня у нас не просто обзор, а настоящее судебное заседание. На скамье подсудимых пищевая сода, народное средство номер 1, а обвиняют ее в том, что она якобы бесполезна против почвенных вредителей, нематод. Мы же устроим ей проверку в 4 разных обличиях. Но сначала знакомьтесь, наши звезды-нематоды. Не пугайтесь этого слова, просто представьте крошечных, почти прозрачных червячков. Все эти экземпляры я нашел в одном горшке с комнатным цветком. Смотрите, какие они разные. Вот малыши, едва заметные, но шустрые, просто торпедки какие-то. А вот настоящие монстры, матерые, солидные черви. О, а тут и вовсе уникальный кадр. Видите эти шарики внутри? Это не жир, это яйца. Да-да, у нас тут беременные самочки, целый детский сад на борту. Вот против этой разношерстной компании мы и будем испытывать нашу соду. Мы не будем просто лить на них порошок. Нет, мы подошли к делу как настоящие ученые-кулинары. У нас целое меню. Шипучка-убийца. Сода, гашеная уксусом. Самое популярное народное средство. Простой раствор. Сода, просто размешанная в воде комнатной температуры. А вдруг дело не в уксусе? Горячий коктейль. Сода, залитая крутым кипятком. Для самых стойких. И сухой приговор. Чистая сухая сода. Проверим, работает ли она просто как абсорбент или разъедатель. Ну что, приступим к дегустации. Первый кандидат – малыш Шустрик. Смотрите, как он носится, полон жизни и планов на будущее. Добавляем каплю нашей шипучки и... Ого, смотрите, что происходит. Он не просто замедлился, его будто током ударило. Конвульсии, резкие дергания, и через каких-то 30 секунд полная остановка. Теперь очередь тяжеловеса. Этот парень явно посерьезнее. Капаем. И что вы думаете? Он сопротивляется. Минута, 2, 5. Он борется. Прошло целых 7 минут, прежде чем он сдался. Почему такая разница? Но смотрите, у этого качка шкурка, кутикула, если по-умному, гораздо толще. Это как бронежилет, но и его пробили. Беременная самочка? 2 крупные дамы с икрой. Вы только посмотрите, как они стараются, чувствуя ответственность. Эти боролись как и львицы целых 12 минут, но и их одолели. Но самое интересное, внутри-то жизнь продолжается. Яйца. Эти маленькие капсулы с будущим оказались крепким орешком. Соде понадобилось еще 25 минут, чтобы добраться до них. Итого, почти 40 минут на полную победу. Но уже сейчас я слышу ваш вопрос. Виктор, так это же уксус все сделал, а не сода. Справедливо. Переходим ко второму раунду. Здесь только сода и вода. Никакой химической реакции, никаких пузырьков. Просто щелочная среда. Капаем. И что? А ничего. Работает. Нематоды явно не в восторге. Мелкие сдались за 2-3 минуты. Крупные упрямились 8-10 минут. Так что, друзья, сода и без уксуса грозное оружие. Им это определенно не нравится. Теперь гремучая смесь. Сода, залитая кипятком. Первая жертва упитанная. Я бы даже сказал роскошная нематода. Капаем. Я думал, гашеная сода все сделает моментально. Но нет. Она боролась целых 8 минут. Похоже, для крупных особей это стандартное время агонии в щелочи. А вот эта красавица побила рекорд. 12 минут. Настоящий боец. А теперь сюрприз. Смотрите, кто это у нас в кадр пробрался. Не нематода. Нет. Какое-то волосатое чудо-юдо, похоже на микрогусеницу.
Может, личинка? Кто это, ребята? Если знаете, пишите в комментариях. Горит же. И вот что поразительно. Наша сода ему как слону дробина. 2 часа этот йети купался в щелочном растворе. И хоть бы хны. Такой же бодрый и волосатый. Видимо, у него броня совсем другого класса. И еще один феномен. Вот эта нематода погибла, а вокруг жизнь. Видите этих мелких танцующих созданий? Это простейшие, инфузории какие-нибудь. Сода и их прибила, но через 15 минут. А некоторые бактерии так и остались живы. Это важно. Финал. Самая простая методика. Просто сыплем сухую соду, как будто посыпаем дорожку зимой. Первая малышка, парочка кристаллов упала рядом, и ей сразу поплохело. 2 минуты и все. Вторую, еще мельче, я просто засыпал горой. 25 секунд, приехали. Беспощадно. А вот крупняк. Он умный, он пытается уползти. Я ему щепотку соды. Он отполз. Я еще. И знаете, что он придумал? Он попытался зарыться в кучу соды, думал, там безопасно. Тактическая ошибка, дружище. Выбрался он оттуда уже совсем больным, и через 6 минут сухая сода его добила. Интересно, правда? Так что же мы увидели? Картина ясна. Для нематод сода смертельная. Будь она сухая, мокрая, с уксусом или без, их нежная шкурка не выдерживает щелочного удара. Чем червь крупнее, тем дольше он сопротивляется. Яйца – это их укрепленный бункер, но и его можно разрушить, хотя и дольше. А почему же некоторые бактерии и тот волосатый незнакомец выжили? Потому что природа разнообразна, у них просто другая, более устойчивая оболочка или механизм выживания. Сода – это серьезное испытание для нематод, и они его не выдерживают. Но для некоторых других микрообитателей она не так страшна. Вывод – сода не панацея от всего в почве, но против конкретных нематод работает эффективно. Так что, друзья, народная мудрость не врет. Сода действительно может помочь в борьбе с этими подземными вредителями. Конечно, в горшке все сложнее, там целый мир, но факт налицо, нематодам она по вкусу не пришлась. Если вам было так же интересно, как и мне, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, это лучшая поддержка канала. Напишите в комментариях, что думаете, сталкивались ли с нематодами и что пробовали. И, конечно, подписывайтесь на канал под микроскопом и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые расследования. Впереди у нас еще много странных существ, опасных микробов и народных рецептов, которые нужно проверить. С вами был Виктор, увидимся в следующем выпуске, где мы посмотрим на мир под другим углом. Пока-пока!